Как видите, я продал свои колонки Seren Vega SL12 и столкнулся с неожиданными проблемами при покупке новых. Ну, во-первых, как оказалось, может это только в Киеве такая проблема, все аудиосалоны, они не работают в субботу-воскресенье. То есть это как бы нормально. Не знаю, как у вас там в городах, расскажите. Я нашел себе там по каталогу, что я хочу послушать. Ну, я не хочу покупать наугад, да. И я как бы звонил, говорю, у вас есть наличие, только вот написано есть наличие, могу я приехать послушать. И как оказалось, все, что заявлено в наличии, все под заказ, и то в течение 1-2 месяца. Понимаете? То есть получается, чтобы купить нормальные колонки, даже если ты понимаешь, что ты хочешь, если ты знаешь, что ты хочешь, тебе приходится просто понимать, что их нигде нету. Круг, которых колонок я хотел послушать, начинает жестко сужаться. Я вам потом расскажу, какие колонки я для себя выбрал, какие я рассматриваю. Но очень сильно сузился список этих колонок. Я обзвонил практически все магазины, которые были в доступности, и нашел там пару магазинов, куда можно приехать и послушать какие-то колонки. Итак, первое, что мне прям запало, это Супер Линтон, да, или как они называются, $2,999, ну где-то $2500 у нас можно их найти. Значит, у них по характеристикам, в принципе, достаточно все неплохо. То есть, получается, это такая крупная трехполосная акустика, она на стойках, обратите внимание, и стойки надо еще отдельно покупать, и поэтому, короче, надо либо переплатить конкретно за стойки, или уже, ну, как бы свои какие-то там купить или сделать. Это там такой минус. То есть вы покупаете систему, и вам еще стоечку отдельно, впаривают. Вот. По характеристикам получается, значит, чувствительность 90 дБ, номинальное сопротивление 6 Ом, минимальное 3,9 Ома. Значит, у нас получается диапазон от 39 Гц до 20 кГц. То есть, в принципе, достаточно неплохой. То есть, по звуку, звук описывают как насыщенный, натуральный, теплый, но при этом достаточно быстрый, динамичный. Они хорошо передают голоса, значит, живые. То есть, в принципе, у них достаточно такое чистое, хорошее звучание. И, конечно, вид у них обалденный. Вот, то есть, в принципе, если вот для комфортного звука, это вроде бы, как говорят, подходит. Вот, поэтому я тоже их хочу послушать, посмотреть. Дальше, давайте посмотрим. Есть еще такая штука Q-Acoustic 5050. Это у нас уже двухполосная, значит, система. Это у нас уже двухполосная система. Видите, разные тут цвета у нас есть. Какой хоть белый, хоть какой хочешь. С двумя 150 миллиметровыми низкочастотными и среднечастотными динамиками. Сопротивление 6 Ом. Минимальные 3. И, значит, частотный диапазон получается у нас от 37 Гц до 30 кГц. Вот этих вот колонок. Вот такие вот у нас интересные характеристики получаются, да. Значит, самые там обещают просто крупную, офигенную сцену, глубокий мощный бас, разборчивость. То есть они подходят для разной музыки. И, в общем, то есть, в принципе, тоже хвалят эти колонки. Возможно, немножко их немножко делают яркие, высокие. Ну, по крайней мере, так пишут, что они немножко так высокие, более яркие на них. Поэтому кто не любит сильно яркие, высокие, тому они не подойдут. Но опять-таки их надо послушать, посмотреть, пощупать. Вот. Но я не сильно люблю двухполосные системы, но все равно так просто интересно. А потом у нас есть GLE, Canton GLE 90S2. Ну, здесь у нас уже, видите, 749 евро получается за одну колонку. Попытаются нам вот так впарить ее. Ее там прям распиарили все, кого только не лень. Ну, тоже интересно посмотреть, послушать. Есть просто 90, есть S2. То есть, как бы и ту послушать. То есть, это уже трехполосная, значит, напольная система. В каждой колонке по 2 192 мм басовых динамика. Отдельный 174 мм среднечастотник. И 25 мм твиттер. Чувствительность 90,5 дБ. Вот. И сопротивление от 4 до 8 Ом получается у нас. Значит, заявленный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Обратите внимание, от 20 Гц до 40 кГц. Ну, я в это, конечно, не верю, но мало ли. Вот. То есть, в принципе, по звуку пишут открытая середина, ясные высокие, мощный бас, хорошая динамика. Подходят тоже почти для всего. Только близко к стене ставить нельзя. А так просто включаешь и получаешь огромное удовольствие от этих колонок. Ну, в общем, надо смотреть, слушать тоже. Потом дальше. Sonic 7. Dali Sonic 7. Ну, Dali мы все знаем, да. Это напольная акустика, которую производитель обязует как систему, значит, две
плюс половина полосы. 2,5 полосная, значит, система у нас получается вот это. 2,5 полосная система. Вот, обязательно нужно цветочек рядом устанавливать, чтобы он отражал. Ну, то есть это все же видите, как написано. Вот, значит, у нас 29-миллиметровый мягкий купол и дополнительный планарный высокочастотный излучатель. Получается 17 на 45 миллиметров. Значит, чувствительность у нас получается 88,5 дБ. Номинальное сопротивление у нас получается 6 Ом. Ну и, соответственно, диапазон у нас от 36 Гц до 30 кГц. Они, значит, могут играть. Видите, вот все тут динамики, все тут красиво в разрезе. Вот, хвалят капец. Вот, то есть по характеру они звучат тепло, с воздушными высокими частотами, там, ну, это то, что пишут. Подходят для вокала, джаза, акустической музыки, для рока. То есть играют громко и, то есть, как бы не утомляют. Не утомляют, очень, очень классный там бас, в общем, все супер-супер. Но это опять-таки, это все описывают те, кто слушает, надо самому слушать. Ну и монитор Audio Silver 307G. Цена 1800 евро, ну у нас даже можно чуть дешевле найти. Опять тут куча разных цветов, какие хотите. Вот, ну она такая, конечно, симпатичная. Значит, по характеристикам здесь у нас получается трехполосная напольная акустика, чувствительность 87,5 дБ, получается номинальное сопротивление 8 Ом. Частотный диапазон от 31 Гц до 35 кГц. Вот видите, вес у нас получается 19,3 килограмма. Ну, здесь вот характеристики есть, тут можете посмотреть. То есть колонки, в принципе, у них звучание и очень сильно много замеров. И звучание у них, они не красят звук. Ну, по крайней мере, из обзоров они не красят звук, они более такой естественный звук дают. То есть это чистый, детальный и нейтральный звук с хорошо построенной сценой, собранным базом. То есть это универсальная акустика, подходит для всего. Вот, она тоже такая достаточно интересная. Ну и, конечно, надо посмотреть, послушать. Ну вот, по крайней мере, на тех вот колонках, на вот этих я остановился, потому что я хотя бы могу приехать их послушать. Вот так вот. Если у вас есть опыт, если у вас есть такие колонки, обязательно напишите мне в комментарии, как они вам нравятся, не нравятся. В общем, завтра я планирую ехать, выбирать, посмотреть, покупать. Напишите в комментариях, какие у вас есть колонки в пределах до $2000, которые реально, вот у вас реально они есть, вы их слушаете, и они вам очень сильно нравятся. И почему они нравятся, напишите в комментариях, какие бы вы мне посоветовали колонки. Но не на основе каких-то буклетов рекламных или там рассказов, а конкретно, какие у вас есть дома и которые вы слушаете. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Миринет. Всем всего доброго, до свидания.